Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об инсультах. Но только не об инсультах зрелого возраста, а об инсультах, которые либо погубили, либо едва не убили совсем молодых людей. Насколько молодых? 18, 25 и 40 лет. Для кого-то из вас покажется странным, что это возраст разве для инсульта. Мои сегодняшние клинические наблюдения, к сожалению, один клинический случай. Разница между ними в том, что наблюдение – это разговор о живом человеке, а клинические случаи, когда мы говорим о погибшем, к сожалению, человеке от инсульта. Первое. Вечерний пациент, именно так я его назвал, звонят мне знакомые и просят посмотреть близкого друга, который катался по городу со скорой помощью, ни раз, ни два пытался пробиться в стационар, но его не могли положить с головной болью. Что-то ему худо, что-то ему плохо, говорили мои знакомые. А вечер мой уже заканчивался, консультации завершились, уже был 10-й час ночи. Ну, со вздохом я сказал, ну, давайте, пусть приезжает. И вот я уже собираю так карты, заходит крепкий, здоровый на вид мужчина. Я бы хотел, чтобы сейчас и мои коллеги, и пациенты или их родственники внимательно послушали эту историю. Все здесь важно. Заходит и говорит: вы знаете, доктор, не понимаю, зачем мои друзья сполошились и заставили меня к вам приехать. У меня болит голова, как-то неважно чувствую, подташнивает, голова кружится, общая слабость, но, может быть, ничего страшного и нет, и зря я вас побеспокоил в столь поздний час. Я прошу его садиться, осматриваю его с помощью молоточка, иголочки, ну, что называется, все неврологические обследования с ним провожу, и действительно ничего, строго говоря, плохого не нахожу. Для моих коллег-неврологов могу сказать, что в неврологическом статусе он был абсолютно чист. И рефлекторная сфера, и чувствительность были сохранены, и все было в порядке. За единственным исключением, почему-то ему трудно было довести подбородок до грудной клетки. Чуть-чуть. Но он списывал это все на то, что у него болела шея и спина из-за большой нагрузки, которую он получил накануне. И вот тут внимание, опять-таки для моих коллег-неврологов. Этого пациента 3 скорой помощи, или как принято иногда говорить, 3 кареты скорой помощи, не знаю почему карета, на самом деле машин скорой помощи, возили по городу из одного стационара в другой, его смотрели неврологи, задавали ему пару вопросов, смотрели его и отправляли домой. Ведь жаловался он на умеренную головную боль, общую слабость, легкое головокружение. И все. Его Величество анамнез. Мы стали с ним разбираться. Оказалось, что все его симптомы появились в состоянии абсолютного покоя. Он лежал на диване, читал книгу своему ребенку, кстати, 3-му ребенку. Это тоже немаловажный момент, потому что он надрывался на работе, он строил дом. И читая книгу своему малышу, вдруг он почувствовал легкий толчок в шею, в затылок, не удар в голову. Вот очень часто опытные неврологи знают этот феномен. Удар, кинжальная боль в голове, самые сильные, самые страшные головная боль, которую когда-либо испытывал человек. И это классический маркер субарахноидального кровоизлияния, геморрагического инсульта. Этот инсульт часто бывает фатальным. У нашего пациента ничего подобного не было. Легкий удар, и тепло разлилось по его спине. Даже немножко ему стало горячо, как он об этом сказал. Первый симптом, за который я зацепился. Второй момент, я посмотрел на его лицо. Гиперемия кожных покровов, как говорят неврологи и врачи, и терапевты. То есть лицо было красное. Задаю вопрос, а чего у вас такое красное лицо? А я работаю на улице, сказал он, может быть, из-за этого. И вот это момент истины. Я-то за этот симптом зацепился. Я расценил его как гиперемию, а не как загар. Дальше я посмотрел его неврологический статус еще более внимательно и действительно посчитал, что вот этот феномен, когда мы просим пациента довести подбородок до грудной клетки, это та самая ригидность затылочных мышц, очень важный симптом, который у него был очень мягкий, стушеванный. Вот сейчас я хочу показать классификацию субарахноидальных кровоизлияний, в которой очень наглядно видно, что этот грозный недуг
не обязательно сопряжен с психомоторным возбуждением, когда человек бьется в конвульсиях, в судорогах, у него нет сознания, у него тяжелый менингиальный симптом, есть один, второй, третий, вся куча менингиального синдрома выявляется неврологом, что называется, с полоборота. Нет, есть варианты субарахноидальных кровоизлияний с очень стертой симптоматикой. И у этого пациента, позднего моего пациента, вечернего пациента, было то самое субарахноидальное кровоизлияние. Знаете, я в таком случае исповедую принцип: подуй на воду, чтобы не обжечься на молоке. Я его отправляю по неотложке в неврологическое отделение и говорю ему: наверняка вы там останетесь. Но на всякий случай я ему написал маленький листочек. Вдруг я ошибся, что я расценил обычную боль в спине, тривиальную обычную боль в спине, за такой тяжелый недуг, как субарахноидальное кровоизлияние. Но отдав ему этот листок, я сказал: все-таки наверняка вы там останетесь в отделении инсультов. Так и получилось. Ему провели томографию, которая и подтвердила мой предварительный диагноз субарахноидального кровоизлияния. Пациент остался в живых. Отец 3 детей.